Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! И в этом выпуске я подготовила для вас обзор новой Play to Earn игры под названием T1. Скажу сразу, что проект очень крутой и уникальный, поэтому не переключайтесь и обязательно смотрите этот выпуск до конца. Итак, что же такое T1? Обращаясь к доступной легенде игры, отмечу, что T1 – это некогда заброшенная экзопланета в поясе Ориона, которая ранее называлась R0123TG. Создавалась же данная планета корпорацией Апостол, которая стремилась возвести копию Земли, но вскоре они по непонятным причинам все же решили отказаться от проекта и думали, что без их финансирования и влияния он не сможет долго просуществовать. Однако они ошибались, и колонисты продолжали жить и существовать на протяжении многих столетий. Более того, они искренне верят в то, что T1 способен стать крупнейшим межгалактическим центром торговли артефактами. Почему они так считают? Да потому что артефакты – это уникальный NFT, который обладает не только особыми свойствами, но и имеет свой класс и тип. А именно могут быть как транспортным средством, оружием, роботом, так и каким-то редким минералом. Или же наоборот, каким-то представителем флоры и фауны. При этом каждый предмет может быть как обычным, редким, так и уникальным. Следовательно, чем выше его степень уникальности, тем меньше вероятность заполучить тот или иной артефакт. Охотников же за такими редкими предметами называют коллекционерами. По сути, жизнь коллекционера – это бесконечный, захватывающий и интересный путь к богатству, так как все эти редкие предметы добываются в исследовательских миссиях. Более того, чем исключительный артефакт, тем сложнее его будет найти. Даже сами колонисты за всю свою историю освоения T1 видели всего десяток исключительных артефактов. Тем не менее, если вам повезет и вы обнаружите такой артефакт, то он способен принести вам поистине фантастические дивиденды. Сохранность же всех этих артефактов будут обеспечивать так называемые архибоксы. Отмечу, что пока архибокс не открыт, коллекционеру не подвластно узнать, что в нем спрятано, поэтому распаковка артефакта действительно является самым волнующим действием во всей игровой вселенной. Кстати, в первом квартале 2022 года ожидается одновременная доставка около 100 тысяч архибоксов на T1, приобрести который сможет любой желающий по очень привлекательной цене на рынке артефактов. Данная локация специально создана для того, чтобы вы смогли свободно вести свои торговые отношения в любое удобное для вас время. И да, чуть не забыла сказать, что основной валютой на планете стал T1 токен, или же сокращенно TVT. Создана же она на базе Binance Smart Chain и соответствует BIP20 стандарту. Всего же планируется выпустить 700 миллионов T1 токенов, из которых 7 миллионов будет выделено на начальную ликвидность, маркетинг и стратегическое партнерство. Также, если мы внимательно посмотрим на распределение токенов, то увидим, что 80% за блок будет отдаваться Launch Pools, доли NFT и самой игре. 4% за блок получит реферальная программа, 3% за блок уйдет на маркетинг, 10% за блок команде и оставшиеся 3% за блок инвестиционному фонду. И да, прямо сейчас у вас есть отличная возможность приобрести себе данные токены с очень большой скидкой в текущей предпродаже, которая продлится еще чуть меньше 2 недель. Для этого вам достаточно просто подключить свой MetaMask кошелек и нажать на Presale, после чего увидеть текущую стоимость одного T1 токена относительно USDT и приобрести любое желаемое количество, но чуть больше от обусловленного минимального объема, который равен 20 TVT. Что же касается других деталей и особенностей проекта T1, то помимо всего прочего на его территории будет открыто много площадок, среди которых жемчужиной будет считаться галерея, в рамках которой охотники за драгоценностями смогут не только выставлять свои имеющиеся артефакты, но и лицезреть артефакты других, получая взамен приятные вознаграждения. Своего рода это стейкинг, где уровень вознаграждения будет напрямую зависеть от степени редкости и уникальности выставленного вами NFT. Также в рамках Monolith банка, то есть Exchange, вы сможете размещать свои депозиты в пуле ликвидности и получать по итогу солидные дивиденды. Плюс совсем скоро любой желающий сможет обменять токены по выгодному курсу в Monolith банке. И речь сейчас идет не только об операциях с T1 токен, но и о многих других токенах с любых других планет. Да и вообще, если мы посмотрим на доступную дорожную карту проекта,
то увидим, насколько насыщенными будут ближайшие месяцы текущего года, так как помимо запуска всех основных площадок, нас ждет еще и аудит контрактов и выпуск первых физических карт, артефактов, NFT, NFC. Что это значит? Это значит, что любой владелец артефакта сможет бесплатно заказать себе реальную карту с NFC-чипом, которая будет не только иметь реальную ценность сама по себе, так как может быть выполнена из драгоценных металлов, плюс она сама привязана к ценности самого игрового NFT. Таким образом, вы можете продать эту карточку и права на привязанный к ней NFT, после чего права на этот NFT автоматически перейдут новому владельцу. Стоит отметить, что такого рода направление набирает очень большую популярность среди уже существующих NFT-коллекционеров, которые не хотят быть привязаны только к цифровому миру. Поэтому разработчики Tivan искренне верят в то, что за NFC будущее, и они будут одними из первых игровых проектов, кто уже на стадии реализации этой идеи. Но как бы там ни было, дорогие друзья, чтобы получить еще больше подробной и исчерпывающей информации по данному проекту, я настоятельно рекомендую вам переходить по указанным ссылкам в описании и знакомиться с Tivan более подробно уже и самостоятельно. Тем более, что у них уже есть активная русская комьюнити в соцсетях, подписавшись на который, вы также сможете подчерпнуть для себя много новой и актуальной информации. А пока, дорогие друзья, искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего выпуска, который выйдет на моем канале уже завтра. Хорошего всем дня и пока-пока!